Взрывной волной меня отбросило буквально на полкомнаты. Услышали сигнал, взяли все необходимое и бежим. Куда? Что? Куда бежать? Чего? Подвал стал для семьи Алексея объектом двойного назначения. Спускайся, Да, может быть... виси на мне. Сам бункер, он находится в режиме подпора воздуха. То есть там за дверью избыточное давление некоторое сейчас есть. Здесь нет, как принято, никаких опознавательных знаков, то есть нигде нет надписей «убежище». У нас здесь нет нар, у нас нету здесь продовольствия, следственной защиты, аптечек и так далее. У гражданских лиц в Америке нет доступа к бункерам, если только они не купят их сами. Если мы оборудуем подвал, это может быть 5-6 миллионов рублей. А у вас есть бункер? Привет, друзья! Была такая голливудская комедия «Blast from the Past» – «Взрыв из прошлого». Там семья во время кубинского ракетного кризиса прячется в подвале собственного дома, где оборудован бункер. На дом там случайно падает самолет, герой решает, что наступил конец света, и сидят в бункере 35 лет. Не такой уж, в общем-то, невероятный сюжет, за исключением сроков, конечно. Потому что по обе стороны железного занавеса бункеры и бомбоубежища возводились тысячами. Правда, в СССР исключительно коллективные. Вот, например, на заводе «Азовсталь», про который мы делали выпуск редакции «Контекст», было 36 укрытий на 12 тысяч человек. Ну, а в Америке граждане часто возводили бомбоубежища сами за свой счет прямо под своими домами. Потом, как вы знаете, холодная война закончилась, бункеры, казалось, навсегда ушли в прошлое. Многие, те, которые не были засыпаны, стали музеями, складами, просто подвалами. Но в последнее время, особенно в уходящем году, вернулись и убежища, вернулся и страх ядерного конфликта. Теперь все как было в холодную войну по ту сторону железного занавеса. Люди с возможностями снова строят частные убежища. Очень много в России таких людей, как выяснилось. Строительство этих убежищ теперь целый бизнес. Мы решили поинтересоваться, кто клиенты, сколько это стоит. Ну и, конечно, поговорить про то, как быть тем, у кого нет денег на собственное бомбоубежище. К чему готовиться, куда, если что, идти, как психологически к этому себя подготовить и настроить. В общем, Елена Светикова в этом выпуске отправилась под землю. Инженер-электрик Алексей Якимов привык рассчитывать только на себя. Когда у него появилась семья, он решил сам построить дом для родных и сейчас занимается его отделкой. Квартиру мы не потянули, чисто по физически и по отдаленности от этих благ. Поликлиника, детский сад, школа. И вот задумались о домике. То есть домик обходится дешевле, чем любая квартира? Ну и по итогу, да, вот этими всеми кредитами, ипотеками, геолокацией, дом выходил в 2019 году в 4 раза дешевле. А у вас, получается, жена и маленькая дочка сейчас? Да. Частью этого проекта был подвал, который после 24 февраля стал для семьи Алексея объектом двойного назначения. Я принимал доски. Вот эту ситуацию я узнал от проходящих людей по улице. Мне сказали, говорит, зря ты доски купил. Тебе, говорит, нужно ставить кровать в убежище. И пошел дальше. Я думаю, странно, странная какая-то шутка была. Ну, а потом, когда все телевизоры, радио уже стали кричать, думаю, нормально, здорово, дожились. Приплыли. Комментариев было очень много. Типа, откуда ты знал? Знал, а не сказал. Сколько крышка весит? Ой, на глаз 90 килограмм. 90 килограмм? Так я ее не подниму. Естественно. Здесь в дальнейшем будет газлифт. Ну вот, человеческий спуск. Прошу. И все, ты в бункере. Чисто гипотетически, да. А соседи интересуются? Леша, у тебя тут, оказывается, бункер, убежище. Сколько там людей поместится? Ну, мы знаем, куда бежать. Леха, имей в виду. Ну, шутки шутками, но не очень-то, если начинаешь сильно думать, смешно об этом, конечно. А так, если поставить лавочки, мы думаем, человек 20 мы тут вместимся. Опять же, тогда нужно будет поставить вентилятор, чтобы была принудительная циркуляция воздуха.
20 человек будут дышать, начнется много углекислого газа. Такой объем буквально за полчаса его съедим. Вообще о подготовке укрытий и убежищ на официальном уровне заговорили в октябре, после того, как в различных регионах России были введены особые правовые режимы. Мы сейчас в Краснодарском крае. Здесь действует средний уровень реагирования. Трактовать этот правовой режим можно очень широко. И, собственно говоря, вся ответственность за трактовку возложена на местные власти. Именно они отвечают за то, как нужно готовить убежище и укрытие на случай угрозы. Нам показали одно из убежищ, укрытий. Мы находимся в центре Краснодара. Это Путевая улица, дом 5. В советские годы здесь располагалось большое предприятие «Кубань-СНАП», которое в том числе выполняло оборонные заказы. И у этого предприятия было свое бомбоубежище, которое сегодня, в случае угрозы, местные власти планируют использовать как укрытие для гражданского населения. На гермодверях везде у нас установлены малые противовзрывные устройства, которые балансируют давление. Так как у нас укрытие, у нас пребывание здесь не более 12 часов, у нас здесь нет нар, у нас нету здесь продовольствия, средств защиты, аптечек и так далее. У нас здесь лавки, вода элементарно. Какая здесь площадь, в общем? Здесь у каждого укрытия здесь и там по 100 квадратов. То есть укрывается порядка 200 человек. Когда вообще в нормативных документах появилось слово «укрытие» и чем это отличается от убежища? Ну, официально термин «укрытие гражданской обороны» нормативно закрепленный, он появился в 2014 году, когда начали новый этап совершенствования системы гражданской обороны в нашей стране. Ну, а чем отличается? По сути, укрытие – это усиленный подвал. То есть это подвал жилого здания, это может быть подземная парковка, это может быть подземный переход, это защита от фугасного осколочного действия боеприпасов, это защита от обломков вышележащего здания, если оно, например, было разрушено. Как вы вообще для себя формулируете, от какой угрозы вы сейчас пытаетесь подготовиться? Ну, на сегодняшний день это воздушная тревога и обычные средства поражения. Пока так. Звуки воздушной тревоги в этом году для миллионов людей перестали быть чем-то далеким и знакомым только по старым военным фильмам. Среди нас, в Москве, в других городах России, в Европе уже немало тех, кто пережил настоящие прилеты. Мы встретились с Анной. Этой осенью она вывезла из Херсонской области свою семью, своих родителей и свою 11-летнюю дочку. 13 июля, где-то в 21:55. Вы прям помните по минутам? Ну, я просто помню, потому что это такой первый опыт, это безумный страх. То есть первый перелет, когда был без 5, у меня моя кровать, то есть находилась возле балконной двери. Это квартира или дом? Да, это квартира. Я встала возле балкона, поднимая дочь, и взрывной волной меня отбросило буквально на полкомнаты, то есть воздуха. Естественно, это ошарашивающее ощущение, становится реально страшно, и ты понимаешь, что твоя жизнь под угрозой, и дом трясется. То есть ощущение, вот ты сидишь, как будто, знаете, такие детские качельки были. Вот дом реально ходит ходуном. В эту ночь по нам выпустили почти 120 снарядов, мы сидели до 5:30 утра. А на каком этаже вы были? На 4-м. 5-этажный дом, 4-й этаж. У нас достаточно большая там квартира, 4-комнатная. У нас огромная ванна, порядка, наверное, 12 квадратных метров, где несущие стены. И принято было решение не спускаться в подвал, когда шли обстрелы, то есть собираться всем в этой комнате. Закрывайся в ванной, говорю, стирай. В ванную все! Когда прилетел первый снаряд, то есть ты его слышишь, это идет определенное шипение, то есть работа ПВО, насколько я понимаю. То есть если слышишь шипение, то есть нужно быстренько вставать и идти прятаться.
потому что буквально там задержка 10-12 секунд, и будет взрыв. Потом начинает работать сирена. Она просто упала. Плата управления. Вообще осколки вываливаются. Воздушная тревога всегда срабатывает после первого взрыва. Неважно, в каком участке города. Мы, например, когда выходили с ребенком за продуктами в магазин, попали под прямой обстрел, ПВО сбивает, соответственно, ракету, и на голову падают осколки. Они не всегда маленькие. То есть, если ты слышишь, ты на улице услышал шипение, то есть лучше прятаться куда-то, где есть крыша. Ближайший подъезд, ближайший магазин, ближайший козырек. Такое ощущение, что это все такого советского, да, глубокого советского времени. Совершенно верно. Это какого года вообще? 82-го года. 82-й год. Вообще, чувствую запах краски. Дим, чувствуешь? Мы выполняем все... поручение оперативного штаба, приводим в порядок. А что здесь вообще было? Разруха? Да, здесь давно не заходил. Интересное время, что... Защитные сооружения гражданской обороны, так на официальном языке называют убежища и укрытия, которые сегодня снова стали актуальны, родом из нашего советского прошлого, потому что практически все системы защиты населения были разработаны в полном войн и конфликтов в 20 веке. О том, как система защиты населения разрабатывалась и почему это происходило, мы поговорили с историком Дмитрием Юрковым в одном из самых глубоких бункеров Москвы. Здесь, возле станции метро Павелецкая, в годы Холодной войны располагался секретный и суперзащищенный бункер, где хранились документы Министерства иностранных дел. Здесь складировали около 120 тысяч тонн правительственных бумаг. В нулевых из-за подземных потопов этот объект списали и рассекретили. И сейчас это удивительный музей в центре Москвы, где, кажется, время остановилось где-то в 60-х. Сейчас перед нами 10-тонная противоударная дверь. Такой первый рубеж обороны, первая защитная конструкция на нашем пути. 10 тонн открываются очень легко нажатием кнопки. Какая толщина? Толщина получается примерно полметра. У нас обычно на экскурсии люди приходят, спрашивают у нас, что там делать, у меня клаустрофобия, вдруг я не смогу. Мы объясняем, что здесь боязнь высоты скорее актуальна. То есть каких-то узких совсем пространств нет, а вот упасть при большом желании можно с высоты. Полуторатонная герметическая дверь, тяжелая штука очень. Это просто как в «Сталкере». Все сравнивают именно со «Сталкером». Эта дверь, значит, находится в боевом режиме, то есть она закручена, загерметизирована. Если интересно, можете попробовать сами открыть. Вставляем, крутим. Единственное, будет немножко сейчас страшновато, потому что сам бункер, он находится в режиме подпора воздуха. То есть там за дверью избыточное давление некоторое сейчас есть. Он накачан, как шарик воздушный. Вот вы сейчас открываете, я буду просто страховать, вы не пугайтесь. Да, ее немножко качнет на нас. Ага. Вот. И крутим, много оборотов. Поэтому это долгий процесс. Порыв ветра. Сразу понятно, что такое герметичность. Мы ее вскрыли, и разница давления чувствуется. Для гражданского населения самые первые защитные сооружения появляются у нас еще в 20-е годы. По опыту Первой мировой войны больше всего боялись газовой атаки, воздушно-химической угрозы. Прилетят самолеты, отравят целый город. Поэтому строились газоубежища. Была организация ОСО «Авиахим», общество содействия армии, авиации и химическому делу. И эта организация, она в том числе готовила население к защите, к действиям в условиях воздушного или химического нападения. Соответственно, в 1928-1929 году начинается строительство и начинается переоборудование убежищ, что, в общем-то, отразилось, например, в романе «Золотой теленок». Там сцена, когда великий комбинатор Остап Бендер преследует корейка и попадает как раз на учение по гражданской обороне. Скабрёзные старики, опереточные комики. Слушай, гражданин корейка, бросьте дурака валять. Это просто были герметичные комнаты, герметичные помещения в подвалах, без какой-либо защиты от взрывов, от бомбежек. И в 30-е годы уже к ним начинают добавляться бомбо-газоубежища.
Самым главным, скажем так, катализатором строительства массовых защитных сооружений, как секретных, так и гражданских, стала гражданская война в Испании. Это, наверное, первая в истории человечества война, которая сопровождалась массированными бомбардировками городов. Когда вот, например, классический пример, очень многим известный, есть картина Пикассо «Герника». Герника — маленький испанский городок, который был практически полностью стерт с лица земли. Это был шок для тогдашней Европы, и для Советского Союза это тоже был такой вот пинок, что пора что-то делать, потому что в следующий раз бомбы могут падать на Москву. Мы понимаем, с каким количеством убежищ страна подходит к Великой Отечественной войне? По одним документам в РСФСР было 213 убежищ. Но эта цифра, она нереалистичная, потому что в одной только Москве, по другим документам, их было в несколько раз больше, плюс метро на весну 1941 года. Московское метро на стадии проектирования, оно уже планировалось как защитное сооружение, но там было очень много нюансов. В 30-е годы это просто было не по карману бюджету советскому. В 1935 году первая линия московского метрополитена, первый участок, он запустился без какой-либо функции убежища. То есть это какой участок? Это красная линия, соответственно, от станции Сокольники до станции Парк культуры. Да, то есть этот участок, он был без каких-либо так называемых дополнительных устройств. А вот что касается начала 40-х годов, там, наконец, уже московское метро, уже построенные тоннели и станции начали постепенно переоборудоваться под убежище. То есть любой тоннель метрополитена, он может быть таким легким укрытием. От простой бомбежки там можно укрыться. Московское метро могло укрыть несколько сотен тысяч человек. Понятно, что на практике учение с таким количеством укрываемых не проводилось. И когда реально в условиях первой бомбежки, опять же, первая бомбежка Москвы, июль 1941 года, это же паника. То есть население, видимо, все-таки морально не было готово к тому, что на город будут сыпаться бомбы. Имели место случаи давки возле некоторых крупных убежищ на спусках в метро. Первые попытки приспособить метро все-таки к убежищу, то есть сразу его строить вот с какими-то дополнительными устройствами, это уже вторая очередь. То есть это зеленая линия от станции Сокол до станции Автозаводская. Вот там уже проектировались и затворы герметичные, и фильтровентиляционные камеры. Но в итоге все это было в очень-очень скромном виде построено. Есть даже вполне себе кадры хроники, известные, как на станции метро Маяковская оборудованы были лежачие места для женщин и детей. В тоннелях тоже народ укрывался. На станции Маяковская не только пережидали бомбежки москвичи. В подземелье метро в ноябре 1941 года спустился Сталин и провел там торжественное заседание Моссовета, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции. Период мирного строительства кончился. Все глубокие станции были убежищами. А, например, станция Чистые пруды, тогда Кировская, она и вообще была закрыта для людей, вообще была отгорожена щитами от путей, поезда там шли без остановки. Это был командный пункт противовоздушной обороны на нынешней станции метро Чистые пруды. Еще один важный правительственный объект располагался на Белорусской. Был центральный узел наркомата связи на Белорусской. Такое вот нервное сплетение, куда сходятся все кабели, откуда управляется вся связь. Одно из первых бомбоубежищ в Волгограде появляется здесь, на улице Ким, в 1936 году. Его строят под трамвайный завод. Бомбоубежище находится на относительно небольшой глубине, около 2 метров, но по максимуму вмещает довольно много людей, около 100 человек. Трамвайный завод в годы Великой Отечественной войны производит гильзы для пушек, и рабочие начинают использовать бомбоубежище по прямому назначению в случае сигнала воздушной тревоги. Мы с вами, чтобы не быть голословными, можем взять одну из таких сирен и подать сигнал воздушной тревоги. Вперед, да? Да, сильно. Я сейчас ногой встань на нее. Еще сильнее. Все, услышали сигнал, взяли все необходимое и бежим.
Вот мы находимся внутри стены бомбоубежища. Вау! Вот эта стена, состоит она из двух монолитных железобетонных колец. Вот оно первое, по периметру идет. Вот второе. Между ними засыпана песчаная подушка. В случае прямого попадания в первую стену она теоретически может разрушиться, но песчаная подушка вот эта поглотит удар, и вторая стена останется невредимой. Это было рассчитано проектировщиками, и войной было проверено. Бомбоубежище во время Великой Отечественной не пострадало вообще, несмотря на то, что здание было разрушено полностью. Двери, две металлические двери, одна из них открывается вовнутрь строения здания, вторая вовнутрь бомбоубежища. В случае разрушения здания мы сможем дверь открыть? Нет. А как мы отсюда выходить будем? Не знаю. Потом к этому вопросу через вернемся. лаз. Должен быть лаз. Да. Да скрывались-то они вот от чего. Скрывались они вот от этих осколков, которые после попадания разлетались в разные стороны. И вот они, вот от чего бежали. Снаряды, пули, да. Шальные пули. День и ночь на крепость на Волге падают немецкие бомбы. На штурм Сталинграда брошены значительные силы. Вообще, все 200 дней, что шла Сталинградская битва, здесь, на этих улицах, были ожесточенные столкновения, бои, следы которых можно увидеть даже сейчас. Вот он стоит здесь с 13 года, уже больше 100 лет. Стоит и до сих пор выполняет свою функцию. И вот можно по отверстиям увидеть, откуда шло наступление. Вот откуда. как раз с той стороны аэропорта. Да. Со стороны центра враг шел сюда, к Волге. Представляешь, какая мощь у того снаряда, который сюда влетел, а отсюда вылетел. А ведь толщина-то, посмотри, больше 10 миллиметров стенка. Ну да. Ты представляешь, прошить насквозь? А из чего он сделан? Ну, это сталь. Практически все защитные сооружения в Советском Союзе строились под землей двумя основными методами. Первый, наиболее затратный, это закрытый метод строительства. Так возводилась часть московского метро и тот же бункер 703. Второй способ, наиболее распространенный, котлованный. Это когда роется огромное углубление, в него помещается железобетонная коробка, которую сверху накрывают бетонным тюфяком и грунтом. И есть еще один, третий метод, он тоже закрытый, штольневый метод. Это когда строительство идет не вертикально, а горизонтально. Этот метод обычно используют в горных районах. Но есть и в Москве место, где в 1942 году появилось штольневое убежище. Вот здесь, на склоне под Спас-Андрониковым монастырем. В нем было построено убежище, рассчитанное примерно на 100, а может быть и больше человек. Там общая площадь его более 200 квадратных метров. Убежище начиналось возле набережной и под склоном шло под Андрониковым монастырем, под трапезную монастыря. Там была пройдена на поверхность вертикальная вентиляционная шахта, она же аварийный выход. Убежище было дерево-земляное, и сразу скажу, что по этой причине очень многие такие убежища не сохранились. Они просто сгнили. Зато бетонные гражданские убежища тех лет уцелели. Во дворах старых жилых домов их можно распознать по специфическим насыпям и козырькам вентиляционных шахт. А давай-ка спросим, знает ли человек, что это такое? Он, наверное, местный. Здрасте. Вы знаете, что это такое? Что это за козырек? Ну, конечно. А что это? Бомбоубежище? Да. Настоящее? Ну, конечно. А вы когда-нибудь спускались в него? Нет. Я думаю, что, знаете, его уже такое, оно не действующее. Мы находимся между Преображенской площадью и Электрозаводской. Здесь, вот, что мы наблюдаем? Мы, во-первых, видим вход, условно более удобный. То есть здесь лампочка, явно было еще написано убежище на боку. Из этого убежища есть и дополнительный выход. Вот тот зеленый козыречек. Да, нужно здесь во время учений зайти, пересидеть какое-то время, потом по сигналу, что да, у нас вход основной завален,
учения так устроены. И мы должны выйти через запасной выход. Внимание! Внимание! Граждане, воздушная тревога! Чтобы выйти через запасной выход, нужно еще около 20 метров проползти на четвереньках по узкому проходу. Вот как вот размер этого оголовка, примерно такой же и длинный небольшой тоннельчик. То есть для людей, страдающих клаустрофобией, прям максимально сложное испытание. Примерно такой же запасной выход, он же ЛАЗ, мы обнаружили в бомбоубежище в Волгограде. Без каски я туда не пускаю. А люди вообще смело туда спускаются? Зачем? Я надела каблуки. У меня вопрос. Вон там ступеньки, по ступенькам вниз, А лицом ко мне. Вот, да, я про это иду. Я ж тебе... Да. Вот, лицом ко мне. Так. Потихоньку. Теперь, может быть... Спускайся. Да, может быть... Виси на мне. А, вот так вот. Все, я здесь. Опа! Но я на корчиках не смогу там отползти. Поэтому каска и одета, чтобы ты головой об потолок не билась. Я пошла. Здесь 25 метров вот до того альтернативного выхода. И нам предстоит туда доползти. Ну, вернее, как мы пойдем на корточках, потому что мой рост позволяет сделать это на корточках. Здесь ступеньки. Я сейчас включу камеру свою. А вот там у нас вот такие скобы. По ним мы поднимаемся наверх в специальное окошко. Но там сейчас все закрыто, поэтому я вернусь назад. С середины 20 века две супердержавы готовились к конфликту, который мог привести к уничтожению жизни на планете. Новой реальностью стала, во-первых, начавшаяся, по сути, без перерыва холодная война. То есть, если до этого Советский Союз победил нацистскую Германию, то теперь его потенциальным будущим противником становится целый блок западных стран, причем в их числе США, имевшие крупнейшую в мире авиацию, сильнейший морской флот. В их числе Великобритания, тоже, хотя и ослабевшая, но мощная держава. Второй элемент новой реальности – это, конечно, ядерное оружие. 1945 год – применение атомных бомб против Хиросимы и Нагасаки. И хотя на тот момент еще не все последствия применения ядерного оружия осознавались, было очевидно, что это некая новая реальность. Теперь нужна была большая автономность. Теперь в случае ядерного взрыва над городом сутки, а может быть даже там 2 или 3, безопаснее было бы находиться под землей, потому что ядерный взрыв — это бушующие пожары, это в первые часы серьезный уровень радиации на поверхности. В ходе советских ядерных испытаний тоже отрабатывалась и в том числе защита населения. То есть на опытном поле Семипалатинского полигона строились убежища самых разных образцов. Метрострой там копал тоннели, строил опытные экспериментальные подземные сооружения. И после взрыва экспериментаторы спускались и смотрели, что стало с тем или иным тоннелем на той или иной глубине. Там и животных в этих тоннелях размещали, смотрели, насколько они могут пострадать. Но, как показала практика, при близком взрыве возникает эффект, называемый сейсмовзрывной волной, который приводит, как правило, к разрушениям неглубоких сооружений. То есть, условно, если закопаться на 100 метров, это довольно надежно. Метрополитен именно проектировать под защиту от ядерного оружия начали основательно в 50-х годах, когда строили кольцевую линию. Это 4-я очередь метрополитена. То, что может видеть пассажир на станциях легко, это гермоворота на входах. Они есть на входах, они есть в туннелях, они есть в вентиляционных шахтах. И у некоторых станций, в том числе кольцевой линии, были даже защищенные вестибюли. То есть сам вестибюль, он имеет толстый очень свод железобетонный. Соответственно, в метрополитене есть фильтры вентиляционной установки. Это большие специальные объекты, где стоят фильтры, которые очищают воздух, проходящий с улицы, очищают его от радиоактивной пыли, от боевых отравляющих веществ и так далее. И уже чистый воздух, он подается внутрь в туннели, чтобы люди могли дышать. Этот режим включается только в случае необходимости, конечно. У этих фильтров, которые очищают воздух, у них на самом деле очень маленький ресурс. Они буквально там несколько дней могут работать. А давайте, может быть, если мы знаем, мы расскажем, какие основные ветки действительно самые безопасные. Вот, ну, не безопасные, а лучше всего оборудованные. Такой вопрос тонкий. Это уже скорее компетенция метрополитена. И на самом деле мы там можем упереться в государственную тайну.
Иногда бомбоубежище ближе, чем кажется. То есть, например, бомбоубежище может являться обычная парковка. Даже многие современные парковки, они стоят как бомбоубежище на учете. Например, вот здесь место на площади Гагарина всем известное. Все, кто едет из Внуково, здесь сразу въезжая в центр города, видят два здания полукруглых, красивый такой парадный сталинский въезд. И под всей этой площадью находится огромный, с одной стороны, паркинг, а с другой стороны он находится довольно глубоко, поэтому может использоваться как бомбоубежище. Это огромное пространство подземное было возведено фактически вместе с двумя домами на площади Гагарина, и это начало 50-х годов. Да, огромное вообще пространство. Вот эти железные двери, это как бы от всяких взрывной волны, от всего вот этого. Сейчас мы с вами двигаемся в сторону третьего блока нашего спецсооружения. Когда-то этот третий блок, третий тоннель также использовался в качестве защищенного спецхранилища. Немножко пропадает голос, здесь прохладно. Здесь какая температура? Здесь 18 градусов. 18 то есть холоднее, чем комнатная немножко, да. А как мы сейчас дышим? За счет чего? А прямо сейчас мы дышим за счет уличного воздуха. То есть воздух у нас свободно гуляет из метрополитена, из улицы, и с дыханием проблем здесь нету. А если бы наверху была угроза? Если бы, да, наверху угрозы, мы переходим в режим ПИ, полная изоляция, все закрыто, загерметизировано, и вот тогда вот эти баллоны с кислородом вступают в действие, кислород подается в систему вентиляции напрямую, и вот такие вот регенеративные установки, которые не только продуцируют кислород химическим способом, но и также химическим способом удаляют углекислый газ, который сотрудники выдыхают. То есть такое вот оборудование для выживания под землей. Strahlenalalarm! Strahlenalalarm! Я хочу вас спросить про европейские страны, как они реагируют на новую угрозу, когда начинается холодная война. Приведу один пример. В Швеции, скажем, в 1950 году весь военный бюджет государства составлял примерно 1 миллиард 119 миллионов шведских крон. А строительство убежищ на все население Швеции, не на все население, на ту его часть, которую планировалось укрывать, это 75 примерно процентов населения. Стоимость строительства убежищ по минимальным оценкам составила бы 5 миллиардов крон. Скорее всего, раза в 2 больше. То есть это невероятная сумма. Швейцария. Она вообще в какой-то момент вышла на обеспечение убежищами больше, чем на 100% населения. То есть на 100% населения и еще запас. В 70-х годах в фильмах демонстрировалась вполне обыденная жизнь в бункере. Помимо того, что там была еда, аптечка и радио, в нем можно было даже курить. В США убежищами в это время все больше занимается не государство, а сами граждане. Hey, isn't this nice? Well, Sir Ruth and I certainly can live in here very comfortably for at least 2 weeks. Там небольшие семейные бункеры появляются прямо на задних дворах загородных коттеджей. Начинается настоящий бункерный бум, который положит начало целой индустрии защитных сооружений. Кстати, здесь США, они были далеко не пионерами. Сначала эти идеи появились в Европе. Вот, скажем, в Швеции было изготовлено несколько сотен таких убежищ-апельсинчиков. Маленькая, на 5-6 человек, сфера бетонная, размером 2,5 метра в диаметре. Примитив полный. Хотя понятно, что защита низкая, но лучше такая, чем никакой. Система гражданской обороны США была выстроена во времена Холодной войны, когда у Советского Союза появилась ядерная боеголовка. Я помню, когда был ребенком, у нас проходили учения. Мы залезали под столы и готовились к ядерному удару. Особенно активно все это происходило после Карибского кризиса, который, насколько я помню, имел место в 1962 году. Не знаю, почему этот департамент гражданской обороны закрыли. Думаю, они решили, что мы не настолько сумасшедшие, чтобы применять свое ядерное оружие, и русские не настолько помешались, чтобы применять свое. Вывод, который не сразу на самом деле пришел к военным теоретикам, осознание того, что на самом деле от ядерной угрозы защитить под землей всех жителей города нереально. И поэтому основным способом защиты населения с 50-х годов становится эвакуация и рассредоточение. А потом вот этот период рейгановской
этой эпохи, «Звездные войны» это называли, да, планы по созданию стратегической оборонной инициативы, опять обострение, опять новый виток холодной войны, 80-е годы снова активно строятся гражданские убежища. Дальше 90-е годы тотальный спад, в 90-х годах просто прекращают строить какие-либо убежища. Никакой достоверной информации про строительство хотя бы пары-тройки защитных подземных сооружений в Москве в начале 90-х нет. В городе тоже есть 2 бомбоубежища. Это с советских времен, то есть одно бомбоубежище у нас в поликлинике, которая находится там недалеко от нас. Одно было в центре города возле кинотеатра. То есть люди ходили туда. Люди приносили доски, раскладушки, стулья, кровати, какие-то, то есть мастерили себе, приносили туда одеяло, то есть подушки. Все с собой брали, кто вечером шел. То есть это стресс-сумка с документами. Что это такое стресс-сумка? Стресс-сумка – это комплект всех документов, которые ты собрал. Они всегда с тобой? Всегда с собой. Плюс сумка с необходимыми лекарствами, если они есть. Скажите, вот в случае чего, как все происходит? Если это утром, проснулись, что-нибудь на себя одели, вот на это все где-то идет минута, секунд 90. И еще полминуты до туда. А мне надо еще разбудить ребенка, сказать Жене, что происходит. А, представляете, человек сонный. А, чего? Куда? Что? Куда бежать? Чего? Будет паника. Минут 5 надо в среднем. За минуту, вряд ли. Только если в трусах и летом. Ты не можешь, когда идет прилет, туда побежать, да? То есть это ты идешь вечером заблаговременно на всю ночь и возвращаешься оттуда утром. В подвалах у нас небезопасно просто так скрываться, то есть там другая местность, то есть там песок, и дома строятся просто на песке. Вот люди понимают, что они хотят в какой-то момент прийти в бомбоубежище. Кого они ищут? Кто должен им дать ключи? Я не знаю, как это вообще все устроено. Ключи выдавались всегда старшему, кто обычно живет рядом, в виде дежурного. Обычно люди знали у кого, либо на бомбоубежище, соответственно, была бумага с номером телефона, то есть кому позвонить. У кого находятся ключи, грубо говоря, от этого места в случае чего? У вахтера. Подъезд номер 1, да. Мы, к сожалению, сейчас таблички не успели. Тут мало того, что мы не успели таблички, не успели здесь противопожарное оборудование поставить. Здесь ставится шансовый инструмент, заносится. У гражданских лиц в Америке нет доступа к бункерам, если только они не купят их сами. Но такой бункер будет очень маленьким. О гражданской защите и речи быть не может. А все потому, что мы думали, что холодная война осталась позади. Примерно с 2014-2015 года некоторые европейские страны начинают задаваться вопросом, а что делать в случае войны? Но тут, опять же, ситуация разная. В Финляндии активно приводят в порядок имеющиеся защитные сооружения и строят планы дооборудования каких-то объектов, которые не имели военного назначения, но вот можно использовать, опять же, под убежище. В 2016 году в Швеции было принято решение вывод убежищ из эксплуатации прекратить. Старые убежища ремонтировать и реконструировать, и по возможности строить новые. Вот сейчас в Стокгольме под горой Катарина, это в центре города, строится мощный подземный автовокзал. Он не планировался как объект гражданской обороны, но там впервые, чуть ли не с середины 90-х годов, предусмотрены новые защитные сооружения. Вот впервые за, получается, 20 лет. У нас укрытий и убежищ очень много в Варшаве, в городе, в котором я нахожусь, там, где есть правительственные здания. Это понятно. Вопрос вызывает, вот, собственно, их состояние, потому что мне кажется, что там максимум, что происходит, это вот коты, которых там специально где-то находят, они ловят мышей. Это серьезно, я вам говорю, да. Сколько в Краснодаре есть укрытий и убежищ в общей сложности? Значит, укрытий на сегодняшний день, после проведения инвентаризации, по городу Краснодару более 2800 укрытий. Что в себя включают? Подвалы, заглубленные помещения. Вместимость этих укрытий более 4 миллионов человек. Укрывается весь Краснодар.
Этой осенью краснодарские власти опубликовали карту, на которую нанесли 57 убежищ города. По нескольким адресам из этого списка прошла журналистка издания «Блокнот Краснодар». Мы находимся на улице Рашпилевской, 132. Согласно карте, здесь должно быть убежище, но здесь нет, как принято, никаких опознавательных знаков, то есть нигде нет надписи «убежище», нет никаких стрелочек. Все вот эти окошечки, они закрыты какими-то железными листами поломанными. Единственное, что мы здесь нашли, а мы здесь были в начале октября, вот этот вход в подвал. Пойдемте, я вам покажу. Висит бумажка с надписью «Опечатано ООО» и замок. Сейчас замок сменили, очевидно, после нашей публикации осенней. Когда мы приходили первый раз, замок был, но он был подпилен. Когда мы открыли этот подвал, в лицо просто прилетел рой мошек. Было очень душно, влажно. Вода стояла по щиколотку. Чтобы пройти, там были какие-то деревянные доски наброшены, полная рухлядь, какой-то хлам. Но там работает свет, электричество есть. Единственный плюс. То, что было опубликовано, 57 защитных сооружений, это в соответствии с журналом учета убежищ, который остался еще с далеких 80-х годов. Это, я думаю, был просто непродуманный шаг. Если мы будем смотреть на чиновников, они будут в Польше и в России приблизительно одинаково себя вести в этом отношении. Там, если мы говорим об инспекциях, об проверках вот этих вот старых заплесневевших бункеров. Но Польша отличается тем, что Польша очень децентрализированная страна. Домоуправление — это один из главных, скажем так, фундаментов польской децентрализации. Я живу в небольшом доме, и у нас есть достаточно большой подвал. Там мы поперекручивали лампочки, там сделали какой-то ремонт. Если там в нескольких километрах, то есть в центре города, упадет ядерная бомба, то до нас там... Наша задача главная — в этот подвал быстренько зайти и несколько дней там провести. Там должна быть вода, там должны быть счетчики Гейгера, и там должны быть радиостанции с батарейками. Вот, все. У меня в доме бабушки там живут такие постарше, которые реально этого боятся, которые там, знаете, в Польской Народной Республике вот эту вот всю холодную войну пережили. Вообще люди в Краснодаре переживают по поводу убежищ? Переживают. Очень многие пишут, что они не знают, куда им бежать, в случае чего. Если спросить на улице любого человека, мне кажется, что чаще всего он не скажет, где находится ближайшее укрытие или убежище. Он просто не знает. Эта информация как будто бы не общедоступна, а, возможно, и вообще засекречена. Как на самом деле. Каждый гражданин может прийти в так называемый учебно-консультационный пункт по делам ГОЧС, спросить, где находится защитное сооружение, какой порядок его применения. А что касается секретности, вот почему там нету списков, например, этих защитных сооружений, они носят действительно закрытый характер. Но это логически объясняется. У нас большая часть существующих защитных сооружений находится на предприятиях. Если правительство вот так вот выложит в открытый доступ адреса всех защитных сооружений, то противнику, вероятно, будет хороший сигнал. Удары будут скорректированы моментально. На сегодняшний день мы обеспечиваем средствами для защиты население, находящееся вокруг химически опасных объектов. У нас по краю находится 8 складов противогазов. А что это за противогазы? Какого они времени? Я хочу спросить. Вы знаете, у нас противогазы... У нас хранятся противогазы 70-х годов, но на выдачу у нас предназначены 92-94 года. А народ вообще понимает, как эти противогазы надевать? Я, например, не умею. Обучат. А когда? На пункте выдачи противогазов, там, кроме того, что производится подгонка противогаза, там также есть инструкторы, которые обучают пользоваться противогазом. Даже пользоваться противогазом, который неисправен. А это как? Ну, это так. Вот дырочка, там, пальцем закрыть или глиной замазать. А если совсем порвался, то фильтр, вентиляционную коробку в рот и вперед. Ну, хочешь жить, да. А вот мы стоим на отметке 3 метра. То есть 2,10 подвал и еще метр земли сверху. Плюс-минус 10, наверное. Какая площадь? Площадь 11 квадратов. Алексей, а из чего стены сделаны? Какая вообще
ширина? Стены сделаны из бетона марки М300, толщина 20 плюс-минус 5 сантиметров. Так, а вентиляция? Воздух? Вентиляция, вот находится приток, Мгм. а вот находится выток. То есть она естественно циркулирует. Если у вас есть датчик температуры, то здесь находится плюс 8. Мгм, плюс 8. То есть разность как это, атмосферного давления, получается, воздух заходит, а теплый выходит, и он постоянно само циркулируется. От каких угроз защитит такое укрытие? Вот будет артиллерийский, там, градовский залп, да, спокойно можно переждать. Ну, то есть от осколков спасет. От прямого удара бомбы, ну, я очень сомневаюсь. Даже в радиусе, наверное, 3 метров, там же даже земля поднимается, тоже вряд ли. Не забываем про контузию, которую мы не видим, она есть. Ну, то есть можно просто порвать перепонки и оглохнуть. Вот на данный момент ваше убежище в какую сумму вам обошлось? Ой, наверное, вот я последний раз посчитывал, пока не озвучивал никому, около 200 тысяч. Мгм. И сделано так, скажем так, не очень. Можно было получше сделать и побольше. Получше, побольше и существенно подороже делают уже профессионалы. Спрос на наши услуги, он, в принципе, отражает ту информационную повестку, которая есть. Я бы не привязывал к 24 февраля, все началось намного раньше. Это еще осенью 2021 года, ноябрь-декабрь, пошел достаточно большое количество звонков, заявок, и у нас появились первые такие интересные объекты и новые заказы именно вот под Новый год, под 22-й. То есть, видимо, уже у кого-то, видимо, ли была какая-то информация, или люди как-то так готовились заранее. Клиенты, люди, у которых есть деньги. Все хотят услышать, что у нас там одни чиновники сплошные. Нет, чиновников единицы на самом деле. В основном люди бизнеса, которые деньги заработали, у которых есть хорошие дома, и им есть что терять. У нас все там, электронная почта там завалена, телефон красный. Мы же рассчитаны на какие-то масштабы продукции в год. И когда там тебе за день-два приходят там месячные уже заказы, что делать? Надо делать заказы. Когда российские войска вошли в Украину, мой телефон начал разрываться от звонков людей, которым срочно понадобился бункер. Это происходило каждые 60 секунд. Европейцы хотят иметь бункеры в качестве защиты от обстрелов и бомбардировок. Американцам они нужны для того, чтобы укрыться от торнадо или потенциальной ядерной войны. Основной принцип такой. В бункер подается воздух, он проходит через NBC ячейку. NBC ячейка — это Nuclear-Biological Chemical Filtration. То есть фильтрирует ядерные отходы, фильтрирует биологические и фильтрирует химические. И это реально тройной фильтр. Это там есть префильтр, который основную массу, там пыль вынимает, потом уже идет ГИПа, которая вот вынимает биологические все, и потом идет специальный уголь, который там еще насыщен разными химическими веществами, которые нейтрализируют другие химические вещества. По большому счету, вот за последние 30 лет придумана из нового только система автоматизации. Да? Это когда есть система, как умный дом, там, допустим, в телефоне, и можно одной кнопкой включить это убежище, включить вентиляцию, закрыть двери. Специально есть приводы герметичные, да, которые позволяют его привести в боевую готовность. Если вы запускаете систему, она работает от тока. Хорошо, война, ток перерубается. Наша система автоматически переходит на режим внутренних батарей. Когда внутренние батареи исчерпываются, садятся, она переходит на Powerwall. Когда Powerwall садится, она дает команду генераторам стартовать. Это Automatic Transfer System. Это все автоматом идет. Ну и прикиньте, что это длится очень долго. У генератора кончается горючее. Это все. Вы уже видите, что аппарат остановился, что уже кислород падает. Тогда у нас еще есть, вот в бытовых системах еще есть ручки. То есть и тогда крутишь. Крутишь, устал, пошел другой крутит. И крутит, и хочешь жить, надо крутить. Сильнее. Иди смотри, пошел воздух.
Вот я на какое-то время ее зарядила, да? Не, это она по инерции, она быстро остановится. Постоянно То есть, чтобы она надо работала, вращать. надо постоянно вращать. Постоянно. И видишь, ручка Вообще сделана... это нелегко. А поэтому и сделана ручка для 2 человек, чтобы 2 человека могли стоять и, не напрягаясь, ее постоянно крутить. Строительство типичного убежища гражданской обороны нашей компании обойдется примерно в 100 тысяч евро. Но есть бункеры от полумиллиона до миллиона евро. Зависит от того, насколько бункер большой и какой дизайн интерьера хочет заказчик. В наших бункерах могут быть отдельные спальни, горячий душ, гостиные, кухни с гранитными столешницами, встроенные бассейны, но они также оснащены элементами безопасности, дезинфекционными комнатами, генераторными отделениями, швейцарскими системами вентиляции, всем, что может понадобиться для выживания в условиях любого апокалипсиса. То, что отличает спрос, который был до 2022 года и который после 2022 года, после начала СВО. До этого люди в основном хотели универсальный объект. Это в мирное время депозитарий, в мирное время, может быть, домашний кинотеатр. Сейчас как бы вот спрос поменялся в сторону того, что нужен объект ради объекта, бункер ради бункера. То есть вот люди хотят защиту, строится объект с минимальным совершенно там каким-то ремонтом. Да, там. А сколько это может стоить? В зависимости от задачи. То есть, если мы оборудуем подвал, это может быть там, 5-6 миллионов рублей. Поставить туда оборудование, поставить защитно-герметичное устройство и до там, 20-30 миллионов рублей за объект там, 100-150 квадратных метров. Это такая стандартная там, 2-3-комнатная квартира только под землей, которая рассчитана на семью из там, 4-6 человек. Самый дорогой объект, который вы делали? Это был объект в Ленинградской области, вот порядка 100 миллионов рублей такой объект обошелся, 400 квадратных метров под землей. У кого есть такие деньги, они могут просто взять и купить себе остров в океане отдельно. И вообще не париться. Там деньжище просто там немыслимо, там десятки миллионов просто, наверное, даже сотни. Представляете, сделать полноценный дом под землей, все это укрепить, все это продумать, посчитать и сделать автономным. Самое главное, поменялась география, потому что раньше, как бы там ни было, основные отгрузки у нас были в Японию, Южную Корею, Соединенные Штаты. На данный момент Европа. Да, конечно, это никого, наверное, не удивляет, что там берет Польша, Литва, Словакия и все остальное. Кое-какие там идет, конечно, поставки в Украину через Польшу. Еще другое направление, 2 направления, которые для нас очень такие странные, но они есть. Это Арабские Эмираты и Турция. Мы представляем, где это все оседает, но... То есть мы ничего сделать не можем, но не очень-то беспокоимся. Есть какие-то объекты, где сейчас, допустим, находится склад или тот же магазин, но теоретически это должно быть убежище. Конечно, есть. Конечно. И это нормально, что... Это нормально. что Законодательство позволяет нам использовать защитные сооружения для нужд экономики. Главное, чтобы он успел освободить помещение. Да. Я думаю, успеет. А какие-то учения в этом плане проводятся? Или вообще это никак не нормируется? Я, честно говоря, я не знаю. Может быть, в муниципальных образованиях проводится. Дом книги, он сам по себе соединяет 3 девятиэтажки. То есть, и, скорее всего, что жильцы этих 9-этажек, в случае каких-то там неблагоприятных, скажем так, действий, будут, наверное, все-таки сразу спускаться сюда, больше некуда. И над нами, надо сказать, ресторан полноценный, ремонтом которого вы занимаетесь, стилизацией в данный момент это ресторан. Раньше это было все одно общее помещение дома книги. Это сейчас техническая зона такая. Я думаю, что, скорее всего, здесь тоже будет использоваться как бомбоубежище. Тем более здесь есть 2 огромных холодильника, где хранятся продукты ресторана. Это прекрасно. Здесь можно любой, наверное, катаклизм перетерпеть. Когда мы заходили, здесь было прям, очень много мусора. Мы, наверное, не знаю, порядка, наверное, 4 КАМАЗов вывезли такого именно хлама. И то, что хранилось наверху, и то, что тут, я не знаю, складывалось. Мы проложили тут новые коммуникации, там электричество, свет, воду, вентиляцию.
А смотрите, вот вы живете в Краснодаре. Вы понимаете, находясь там у себя дома, куда вам в случае чего бежать? Я бы не хотел бы, конечно, сидеть в подвале и ждать, попадет по нам что-то или не попадет. Поэтому я даже не знаю. Я, наверное, буду как-то эвакуироваться спешно. Вот сейчас Алтай, Республика Алтай, это одно из самых безопасных мест России. Бежать на Алтай. Да, ехать на Алтай и заранее подумать, где там жить, допустим, может быть, приобрести какую-то недвижимость. Можно делать бункер себе построить с запасом всего лет на 10, но надо понимать, что, скорее всего, там после недели, 2 недель пребывания там будет очень тяжело внутри, поэтому тактика выживания такая, то есть, что надо пересидеть, переждать пиковую фазу катастрофы. Это не место, где надо жить. Спать каждую ночь под обстрелами уже сложно, потому что ты все равно днем делаешь какие-то дела, которые нужно. И человеку нужен отдых на сон. То есть чувствовался постоянный, там, после 2 недель, постоянный недосып. То есть тебе каждую ночь в течение часа приходилось вставать. А если идти в бомбоубежище, то есть, представьте, вы ночуете не дома, то есть там куча народу, все люди разные, то есть нет личного пространства, да, то есть все равно какой-то есть шум, кто-то плачет, кто-то переживает, кто-то не может дозвониться детям. То есть, 2-3 ночи, и ты просто потерян. Можно сказать так. У меня ребенок, кстати, приехал, он очень сильно повзрослел после этой поездки. Порядка 2 месяцев была реакция на громкие звуки. То есть если падает что-то железное о асфальт или где-то резкий какой-то звук вот этого звона, да, то есть дергалась, соответственно, старалась прикрыть голову руками и пыталась спрятаться. К нам обращались неоднократно просто в соцсетях местные жители, спрашивали, а можно ли у вас укрыться, и мы специально вывесили пост ВКонтакте, что у нас можно безвозмездно укрыться, если там вдруг какая-то военная угроза, естественно. Несколько сотен человек совершенно спокойно разместить. 200, 300, 400. А у вас есть бункер? У меня он строится. Сейчас начали строить себе бункер. Да, сейчас начал строить, потому что я почувствовал, что вот реальная опасность, мы 20 лет строили, и если есть спрос, есть предложение. Но вот мое понимание как руководителя этой компании, что именно сейчас пришел тот момент, когда действительно нужно его строить. Если мой бизнес идет хорошо, значит мир находится в полном хаосе. Если мой бизнес идет плохо, то мир в безопасности. И я предпочел бы, чтобы мир был в безопасности, не был таким, как сейчас. Да, мы живем в печальное время. По факту сломанные судьбы, потому что поменялась жизнь у всех, и назад она не вернется. Очень многие это понимают, а очень многие нет. Они не могут свыкнуться с мыслью, что жизнь поменялась и назад не вернется. Я думаю, что это все, в принципе, пережиток прошлого, что люди сейчас столько институтов, и, то есть, по демократии, люди столько организаций создали, чтобы все это предотвращать. То есть наверняка можно было договориться, если бы захотели. Но никто ничего не хотел, поэтому вот докатились.